Остин Гриффин. Кто дал вам право трогать моих людей? Хао Юэ – это духовный зверь Лун Хаоченя, но он очень необычный. И мне кажется, то, что Хао Чень выбрал именно его среди множества других зверей, не является совпадением. Они заключили контракт на основании крови, и теперь Хао Юэ – верный помощник Лун Хаоченя. Пройдя эволюцию в темном мире, Хао Юэ уже имеет 3 головы. И здесь некромант прямо говорит, что этот зверь и есть Остин Гриффин. Кстати, император Фэнсю и его приспешники также изо всех сил ищут его. И как они говорили, Остин Гриффин может оказаться катастрофой для всего живого. Так кто же этот Остин Гриффин? Является ли Хао Юэ другом Лун Хаоченя или врагом? Хао Юэ – это волшебный зверь типа гидры, с элементом огня первоначально. После своей первой эволюции у него выросла вторая голова элемента света, и его тело выросло в 5 раз больше. Съев таинственный камень, который Хао Чень купил для него на аукционе, он вернулся в свой первоначальный мир, чтобы преодолеть еще одну эволюцию, получив 3-ю голову элемента ветра. В будущем у Хао Юэ будут появляться много новых голов, всего их будет 9. У каждой головы Хао Юэ было свое понимание и собственная личность. Хао Юэ заключил кровный контракт, согласно которому, если мастер умирает, скакун тоже умирает. Но если скакун умирает, мастер остается жив, что демонстрирует, насколько он заботится о Хао Чене. По сути, он действительно лоялен к нему и даже рискнул бы своей жизнью, чтобы защитить своего хозяина Хао Ченя. Если так, то чем опасен этот волшебный зверь? Почему его называют Остином Гриффином? Все дело в том, что Хао Юэ – это переродившийся бог разрушения. Его зовут Остин Гриффин, разрушитель миров. Он является братом-близнецом бога творения. Остин Гриффин – побратим бога творения, который должен был быть святым покровителем всей вселенной, богом-хранителем, который использует силу разрушения, чтобы остановить или не допустить сверхразвитое существование, которое может влиять на процесс вселенной для защиты всего творения. Но под влиянием собственной идеи разрушения он стал богом гнева и превратился в символ разрушения. Остин Гриффин понял, что когда он полностью умрет, рост вселенной больше не будет сдерживаться, что приведет к смерти вселенной из-за сверхэволюции. Каждый раз умирая, Остин Гриффин перерождается снова. В этот раз, когда Лун Хаочень нашел его, маленького и всего раненого, в другом пространстве, это была его 7-я реинкарнация. После чего он прибыл на континент, и Лун Хаочень назвал его Хао Юэ и подписал с ним кровный контракт. Каждая смерть заставляет сознание Остина Гриффина погрузиться в глубокий сон, сохранив только его инстинкты и интеллект. Хао Юэ – последнее перерождение Остина Гриффина. Он пришел из другого мира, одного из тех, которые он уничтожил. Только пройдя все эволюции, этот зверь станет настоящим Остином Гриффином. Во время каждой эволюции появляется новая голова, а значит, когда он отрастит последнюю 9-ю голову, он станет Остином Гриффином. 9-я голова принадлежит Остину Гриффину. После последней эволюции он хочет все разрушить. Вот что случилось в предыдущем мире, который разрушил Остин Гриффин. Постепенно становясь сильнее, он нападал на людей. Вызвав несколько массовых убийств, он наконец привлек внимание. Большое количество человеческих экспертов из этого царства собрались вместе и начали охоту на него. Наконец, они поймали его в ловушку в долине и вступили в напряженную битву. 8-головый Остин Гриффин был очень могущественным, но людей было слишком много. После боя, длившегося 2 дня и 2 ночи, Остин Гриффин был окончательно разбит и тяжело ранен. Однако с 8 головами он был уже довольно мощным, поэтому ему удалось сбежать. Его побег также оказался самой большой ошибкой, которую совершили люди этого мира, что привело к уничтожению всего живого в нем. После побега Остин Гриффин провел столетия, развиваясь и наконец завершил свой окончательный прорыв. Пробудившись, он снова появился на континенте, и на этот раз стал синонимом разрушения. Были бесконечные разрушения. Когда Остин Гриффин снова появился в этом мире, весь континент столкнулся с ужасающей бурей разрушения. Остин Гриффин был слишком могущественным, настолько могущественным, что ничто не могло ему противостоять. Менее чем за месяц он убил всех существ на 3 континента. Будь то растения, волшебные звери или обычные существа, все они были обращены в ничто перед его аурой разрушения. 3 континента потеряла все, что там когда-то жило, не в силах восстановиться когда-либо снова. В итоге тот мир был полностью разрушен. Но это так было раньше, до встречи с Лун Хаоченем. Сейчас ситуация немного другая, однако вполне возможно, что Хао Юэ будет врагом Лун Хаоченя, а точнее его 9-я голова Остин Гриффин.
Когда появится последняя голова, Остин Гриффин проснется, и все сознание будет восстановлено до единства и будет полностью контролироваться Остином Гриффином. Следовательно, 9-я голова – это голова разрушения, также известная как голова гнева. Как видим, у Остина Гриффина есть миссия по исправлению сверхразвитых планет с целью контролировать скорость эволюции, уничтожая угрожающие планы. С идеей разрушения он стал богом гнева. Когда он только что перевоплотился и за ним охотились, его нашел Лун Хаочень и забрал с собой. Поэтому сейчас Ха Юэ – верный друг и помощник Лун Хаоченя, готовый пожертвовать своей жизнью ради него. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, не допустил ли Лун Хаочень серьезную ошибку, пустив в свой мир такое страшное существо. Но все же, пока не произошла последняя эволюция Ха Юэ, переживать не о чем. Подписывайтесь на канал и всем пока.